Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай запишем, с вами Александр. Сегодня у нас в гостях два совершенно новых USB аудиоинтерфейса от компании M-Audio, к знакомству с которыми мы немедленно приступаем. Итак, это у нас M-Audio M-Track Solo и M-Audio M-Track Duo. И сразу давайте узнаем, сколько они стоят, чтобы удивиться и, возможно, замереть в ожидании чуда. Карточка Solo на сегодняшний день стоит 4300 рублей. Ее сестричка Duo 5400. Что ж, цена интригует. Посмотрим, что будет дальше. А то как бы не получилось такого, что было с бабушкой этих коробочек. Это я сейчас вспомнил M-Audio Fast Track USB, которая породила просто море отзывов, как положительных, так и отрицательных, ввиду своей неоднозначной стабильности и качества. Но время прошло, Fast Track уже давно не выпускают, и, кстати, ее место на рынке заняла небезызвестная UM2 от Behringer, которая стоит сейчас чуть выше 3000 рублей и которая, к великому сожалению, не оправдывает даже самых скромных ожиданий самых нетребовательных музыкантов. Ладно, проехали. Давайте будем смотреть, чем отличаются наши сегодняшние экземпляры, кроме разницы в 1100 рублей. Solo имеет один микрофонно-линейный вход и один инструментально-линейный. То есть микрофон с гитарой мы запишем, какой-то стереоисточник тоже. Duo располагает уже двумя микрофонно-линейно-инструментальными входами, что, конечно, расширяет возможности звукозаписи. Взять хотя бы даже два микрофона сразу – это уже что-то. Фантомное питание на микрофонные входы у обоих есть. Ручки громкости каждого канала вынесены на верхнюю панель. Индикаторы сигнала, клипа и фантомного питания есть. И тут же замечу, что обе эти карты имеют только один вариант питания через USB. Никаких батареек, никаких 220 тут не предусмотрено. Ну и не надо. Теперь пойдем по отличиям. Наушники у них подключаются джеками разных размеров, но вряд ли это кого-то смутит. А вот что касается выхода на акустику, то тут уже разница заметна. Solo имеет небалансное подключение, Duo сбалансированное. То есть можно сказать, что если ваши мониторы будут иметь только балансные входы, то с карточкой Solo потеря как минимум громкости уже будет иметь место. Дальше. Ручка громкости на наушники и мониторы у Solo одна, то есть либо то, либо это. Duo имеет отдельный регулятор на каждый источник. Согласимся, так удобнее. Ну и добрались мы до самого главного – мониторинг. Безусловно, эту опцию можно назвать одной из самых важных, поскольку удачная запись подразумевает прежде всего комфортное прослушивание происходящего. Давайте будем смотреть, что с этим у наших интерфейсов. Solo. Переключатель Direct USB позволяет прослушивать сигнал только с секвенсора или примешивать к нему входящий источник, то есть микрофон и гитару. При этом все будет звучать в обоих ушах. В положении USB мы также можем услышать микрофон, активировав режим прослушивания на дорожке, но задержка будет достаточно велика и не даст вам нормально работать. Duo, в свою очередь, дает нам возможность услышать всю пачку целиком в режиме Direct Mono, а также развести первый и второй каналы налево и направо. Это режим Direct Stereo. Возможно, это кому-нибудь для чего-нибудь понадобится. Хорошо, с этим разобрались. Теперь дальше. Еще один немаловажный вопрос – это насколько сильны предусилители на входах. У карты Solo микрофонный вход выдает максимальное усиление до 54 дБ, линейный инструментальный до 44. Что касается модели Duo, то здесь то же самое, за исключением варианта стерео. При этом виде подключения предусилители дадут поднять децибелы до 50. Эксперимента ради давайте попробуем подключить два микрофона, наш студийный конденсаторный SE-T2 и прожорливый динамический PreSonus PD-70 и посмотрим, что будет происходить. Начинаем с усиления на отметке 5 единиц. Сейчас вы слышите SE Electronics T2. Тоже усиление PreSonus PD-70. Говорю в него очень и очень плотно. И вижу, что усиления ему мало. Добавляем 6. PreSonus PD-70 на шестерке.
SE Electronics на цифре 6. Видно, что уже оптимальная громкость достигнута. Семерочка PD70. Мало что изменилось, добавляю еще больше. 8 единиц. Presonus PD70 на усилении 8 единиц. Крутим дальше. 9. Presonus PD70. Вижу, что вот это усиление уже можно считать как вполне нормальное рабочее. Так, что нас еще может интересовать? Конечно, это выход на наушники. Усилки у них одинаковые. Производитель заявляет 60 мВт при 32 Омах. Подключали мы сюда 64 Ома, полет более чем нормальный. А вот что касается 120, то уже показалось как бы и маловато. Так что, увы, но 250 и выше никак, товарищи, без дополнительного усиления не раскачать. И поскольку это самое дополнительное усиление может стоить дороже самой карты, правильным решением будет использование низкоомных наушников. Еще что. Куча софта к этим картам прилагается, от секвенсоров до наборов эффектов, плагинов и синтезаторов. Писать нам будет дозволено с разрешением 48 кГц и, скорее всего, 16 бит. Что касается задержки, наверняка этот момент тоже может кого-то интересовать. Давайте увидим на экране. Да, и еще одно. Карточки эти имеют свой собственный драйвер, один на двоих. Скачать его можно и нужно на сайте maudio.com. Здесь все просто, не заблудитесь. И последнее, что нам осталось с вами попробовать, это что-нибудь записать. Подключаемся и вперед. Опять весна, опять грачи, опять на улицах веселые ручьи. Подснежники торчат в лесу, и вот 8 марта снова на носу. И все спешат купить подарки, колготки, фены, скороварки. Что подарить, я перед выбором стою. А может, лучше песню я тебе спою? Девчонка моя родная, тебя хочу поздравить я. Подруги пускай вздыхают, пускай завидуют друзья. Девчонка, ведь ты же знаешь, с тобой я смел, красив и юн. Во мне ты звезду включаешь, пусть даже через автотюн. Ну что вам сказать, дорогие наши друзья? Все упирается в цену. Она здесь такая, что прям стыдно ругать эти приборы за какие-то недостатки, которых, кстати, по большому счету, выявлено и не было. Пожалуй, один самый заметный момент – это ручки усиления сигнала. А именно, крутишь до 8-9, громкость плавно добавляется. Как только переходишь эту границу, происходит резкий скачок усиления со всеми вытекающими клипами. Поэтому действуем осторожно и, наверное, простим этот косячок, опять-таки учитывая стоимость этих карт. А в целом все с этими коробочками в порядке. Собственный драйвер есть, не надо мучиться со всякими ASIO for All, как в случае с некоторыми подобными за эту же цену. Так что для старта с каким-нибудь микрофоном 1000 за 6 будет самое то. Во всяком случае повеселее, чем какой-нибудь навороченный USB-шник за такие же деньги. Все, друзья, пишите, звоните, спрашивайте. Всем удачи и до новых встреч! Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем. Спокойно, спокойно, не надо так суетиться. Не, так видно мышку, в той руке не видно мышку. Или тебе не нужна мышка, давай сюда. Снежинку? Угу.